Дождь вызывает у меня настоящую панику. От капель воды, попадающих на кожу, я теряю равновесие и падаю прямо на улице. Готовлю много еды, но съесть все не получается. Иногда я даже засовываю руку в горячую духовку, сама не понимая зачем. По утрам, видя, как соседский мальчик идет в школу, я вдруг вспоминаю, что должна разбудить свою дочь. Но едва переступаю порог ее комнаты, меня накрывает жесткое осознание реальности. Ее нет уже много лет. Как-то раз я вышла встречать ее из школы в пижаме. Соседи смотрели на меня с недоумением. Друзья твердили, что пора отпустить прошлое, но я так и осталась в этой темной полосе. 3 года назад в дождливый день я с радостью проводила мужа и дочь. Перед уходом даже успела их сфотографировать. Не знала тогда, что это фото станет последним. Мой муж работал судебным психиатром, изучал психологию серийных преступников. В тот день он взял дочь с собой в тюрьму к опасному заключенному. Как раз когда он должен был От беседу его вызвал начальник тюрьмы. Массивная железная дверь захлопнулась. Моя дочь осталась внутри и не вернулась. Прошли годы, а я до сих пор не могу с этим смириться. В итоге я стала параноиком. Муж ушел. Я приобрела странные привычки. Целыми днями лежала на диване, бесцельно глядя в окно, пока однажды не заметила симпатичного мужчину, переходящего дорогу напротив. С тех пор я часто сижу у окна и наблюдаю за ним. Как-то раз уснула на диване, а утром меня разбудил настойчивый стук в дверь. На пороге стоял новый сосед с букетом цветов. Он тоже потерял близкого. Его жена утонула в отпуске, и их дочь все видела. В тот миг мы почувствовали взаимное понимание. Он сказал, что боль сбивает с пути, и выразил надежду, что я смогу вернуться к жизни. Его слова задели меня за живое. На следующий день я отнесла ему еду, которую приготовила. Постепенно во мне зародились к нему чувства. В ту ночь я спала unusual спокойно, не подозревая, что на чердаке кто. Кота двигается, и не зная, что сосед тоже за мной наблюдает. Утром я нашла на чердаке кисточку и решила подарить ее его дочери. С радостью пошла к нему, но увидела, как он обнимает стюардессу. Только тогда до меня дошло, что у него уже есть девушка. Смущенная, я развернулась и побежала. В ярости зашла в супермаркет и накупила, чего попало. По пути домой заметила, как та самая стюардесса выбросила кисточку в мусор. Гнев захлестнул меня. Я устроила ей сцену, а она лишь пожаловалась, что от кисточек плохо пахнет, хотя я сдержалась и не показала всей злости. С того дня мы стали врагами, пока однажды в интернете я не увидела ее откровенные фото с другим мужчиной. Я хотела рассказать обо всем соседу, но вечером того же дня стала свидетельницей кошмарной сцены. В комнате шла борьба. Стюардесса была ранена в шею, ее тело билось в хрипах. Я замерла в шоке, не в силах пошевелиться. И это было только начало.